Майкл Ньютон. Путешествие души. Жизнь между жизнями. На канале Мыслеформс Татьяны Тор. Взгляните на все глазами бессмертной души. Глава 6. Переход. Все души, невзирая на свой опыт, в конечном итоге прибывают в центральный перевалочный пункт мира душ, который я называю промежуточной зоной. Я уже говорил, что скорость перемещения души после смерти зависит от ее душевной зрелости. После того, как душа покидает место установочной ориентации и вступает в это пространство мира душ, кажется, что больше не будет никакого другого маршрута для души. Очевидно, что большое количество возвращающихся душ духовным образом переправляется сюда в массовом порядке. Иногда души припровождаются в эту зону своими гидами. Я заметил, что это особенно характерно для молодых душ. Другие направляются сюда невидимой силой, которая притягивает их в эту промежуточную зону и далее к ожидающим их существам. Судя по всему, именно гид той или иной души решает, должны ли другие существа сопровождать ее или нет. В большинстве случаев причина не в спешке, однако на этом этапе своего путешествия души не бездельничают. Чувства, которые мы испытываем в этот период, зависят от нашего состояния ума после каждой жизни. Встреча и переход душ в действительности представляют собой две фазы. Промежуточная зона не является неким постоянным лагерем. Души поступают сюда, собираются и затем отправляются в свои конечные пункты назначения. Когда я слушаю отчеты об этом этапе, я мысленно представляю себя идущим вместе с большим количеством путешественников через центральный вокзал столичного аэропорта, из которого можно улететь в любом направлении. Один из моих пациентов описывал эту перевалочную зону как нечто напоминающее центральную втулку огромного колеса, и мы переносимся из центра вдоль спиц в определенном направлении, в назначенное нам место. Мои субъекты рассказывают, что этот участок представляется им местом, куда постоянно заходит и выходит большое количество незнакомых душ, которые движутся очень целесообразно, не образуя никаких столпотворений и скоплений. Кто-то еще назвал это место автострадой в Лос-Анджелесе, но без пробок. В духовном мире могут быть и другие подобные промежуточные станции, подобные втулки колеса, с въездами и выездами, типа больших автострад. Но каждый пациент считает, что его путь в этот центр и из него своего рода единственный путь. Описания, характеризующие природу мира душ, которые я слышу от субъектов на этапе вступления в промежуточную зону, совершенно меняются по сравнению с теми первыми впечатлениями о слоях и неясных напластованиях. Кажется, будто душа проходит сквозь произвольно изогнутые ответвления огромного галактического облака, направляясь в более единообразное, цельное небесное поле. В то время как души моих субъектов бродят по открытому участку промежуточной зоны, готовясь к предстоящему перемещению в предписанное им пространство, я с удовольствием слушаю их восторженные описания. Они изумлены великолепием раскинувшегося перед их взором мира душ, и они верят, что где-то внутри, здесь, находится ядро творения. Созерцая открывающуюся их взору картины окружающего пространства, субъекты сообщают о разного рода свечениях.
Но я никогда не слышал о черноте, с которой у нас ассоциируется глубокий космос. Скопления душ, которые пациенты видят на переднем плане этого амфитеатра, кажутся мириадами ярких огней, движущихся в различных направлениях. Одни движутся быстро, другие – неторопливо. Более отдаленные скопления энергии описываются как острова туманной пелены. Мне рассказывали, что наиболее примечательной особенностью мира душ является неизменное чувство присутствия могущественной ментальной силы, которая приводит все в невероятную сверхъестественную гармонию. Субъекты говорят, что это место чистой мысли. Мысль принимает многочисленные формы. В этот момент своего возвращения души начинают ощущать, предвкушать предстоящую встречу с ожидающими их собратьями. Некоторых из их собратьев можно было видеть уже у входа в духовный мир, но с большинством еще предстоит встретиться. Во всех без исключения случаях души, которые желают вступить в контакт друг с другом, особенно в процессе перемещения, делают это, просто подумав о том или ином существе. Неожиданно личность, которая призывается, появляется в уме души. Такое телепатическое общение духовных существ посредством энергии представляет собой форму невидимого контакта, хотя энергетические формы, которые на самом деле находятся рядом, имеют, конечно, более непосредственную связь. Отчеты моих субъектов сходятся в том, что касается способов передвижения, маршрутов и конечного места назначения. Но то, что каждая отдельная личность видит, следуя своим путем, имеет личностные особенности. Я искал в моей картотеке случаев субъекта, чьи переживания по пути в конечный пункт духовного назначения были бы и выразительны, и характерны для многих других моих пациентов. Я выбрал достаточно проницательного человека в возрасте 41 года, графика-дизайнера, имевшего зрелую душу. Душа этого человека проходила по этому маршруту множество раз в промежутках между ее многочисленными жизнями. Случай 14. Доктор Ньютон. Теперь вы готовы начать завершающий этап своего путешествия к тому месту, которое является обителью для вашей души в мире душ. На счет 3 все детали этого последнего этапа вашего путешествия станут вам понятны. Вам будет легко сообщать обо всем, что вы видите, потому что вам знаком этот маршрут. Вы готовы? Субъект. Да. Доктор Ньютон. Командным тоном. 1. Мы начинаем. 2. Ваша душа покинула участок установочной ориентации. 3. Быстро. Каково ваше первое впечатление? Субъект. Дальнеобозримое, безграничное пространство, нескончаемое. Доктор Ньютон. Итак, вы говорите мне, что духовный мир бесконечен? Субъект. Долгая пауза. Честно говоря, с того места, где я плаваю, он выглядит бесконечным. Но когда я начинаю действительно перемещаться, он меняется. Доктор Ньютон. Как меняется? Субъект. Все остается бесформенным, но когда я скольжу быстрее, я вижу, что двигаюсь внутри гигантской чаши, перевернутой вверх дном. Я не знаю, где края этой чаши и существуют ли они вообще. Доктор Ньютон. Значит, движение создает у вас ощущение сферичности духовного мира. Субъект. Да, но это только чувство замкнутого единообразия, когда я быстро перемещаюсь. Доктор Ньютон. Почему быстрое движение, ваша скорость, создает у вас такое ощущение, что вы находитесь в чаше? Субъект. Долгая пауза. Это странно. Хотя, когда моя душа перемещается тихо, путь кажется прямолинейным.
Когда я быстро перемещаюсь по линии контакта, впечатление меняется, возникает ощущение окружности. Доктор Ньютон, что вы имеете в виду под линией контакта? Субъект. Путь к особому месту назначения. Доктор Ньютон, почему перемещение со скоростью по данной маршрутной линии привносит в ваше восприятие мира душ ощущение его округлости? Субъект. Потому что при большой скорости кажется, что линии изгибаются. Они изгибаются в более очевидном для меня направлении и дают мне меньше свободы перемещения. Примечание. Другие субъекты, которые также склонны к линейным описаниям, говорят о перемещении по направляющим силовым линиям, которые имеют пространственные качества сетчатой энергосистемы. Один человек назвал их вибрационными струнами. Доктор Ньютон, под меньшей свободой вы подразумеваете меньший личный контроль? Субъект. Да. Доктор Ньютон, можете ли вы более точно описать движение вашей души вдоль этих изогнутых контактных линий? Субъект. Все происходит более целенаправленно, когда мою душу направляют по такой линии. Это подобно тому, словно я нахожусь в течении белой воды, только не в таком плотном, как вода, потому что это течение легче воздуха. Доктор Ньютон, значит, в этой духовной атмосфере у вас нет ощущения плотности, такой, как у воды? Субъект. Нет. Но что я хочу сказать, так это то, что меня несет вперед, словно я нахожусь в потоке воды. Доктор Ньютон, почему у вас возникают такие ощущения? Субъект. Мы словно плывем, уносимые куда-то в быстром течении, которое мы не можем контролировать, направляемые кем-то вверх и вниз, по всему пространству, не имея никакой твердой субстанции вокруг. Доктор Ньютон, вы видите другие души, движущиеся целенаправленно над или под вами? Субъект. Да, это подобно тому, словно мы, вернувшись после смерти в мир душ, начинаем свой путь в отдельных потоках и затем втягиваемся все вместе в одну большую реку. Доктор Ньютон, в какой момент вы замечаете вокруг себя больше всего таких душ? Субъект. Когда река стекается в... Я не могу это описать. Доктор Ньютон, пожалуйста, попытайтесь. Субъект. Пауза. Мы собраны в море, где каждый из нас кружится в водовороте медленно. Затем я чувствую, что меня словно тянет в сторону, снова в маленький поток. И он спокойней. Я удивляюсь от скопления мыслей такого огромного количества умов и направляюсь к тем, кого я знаю. Доктор Ньютон, позже, в вашем обычном состоянии путешествующей души, вы также ощущаете, будто вас направляют в потоке или реке, как вы только что описали? Субъект. Нет, вовсе нет. Это другое. Здесь мы подобно лососи, поднимающейся в верховье метать икру. Возвращаемся домой. Когда мы прибываем туда, нас уже так и подталкивают. Там мы перемещаемся спокойно, без спешки. Доктор Ньютон, кто подталкивает вас, когда вы направляетесь домой? Субъект. Высшие существа, те, кто отвечают за наше передвижение домой. Доктор Ньютон, такие существа, как ваш гид? Субъект. Я думаю, выше. Доктор Ньютон, что еще вы чувствуете в данный момент? Субъект. Покой. Там такой покой, что не хочется уходить. Доктор Ньютон, что-нибудь еще? Субъект. О, я чувствую предвкушение чего-то.
когда медленно перемещаюсь в энергетическом потоке. Доктор Ньютон, хорошо. Теперь я хочу, чтобы вы продолжили двигаться дальше вместе с течением энергии, приближаясь к месту вашего назначения. Посмотрите вокруг внимательно и расскажите мне, что вы видите. Субъект. Я вижу множество огней на участках, отделенных друг от друга галереями. Доктор Ньютон. Под галереями вы подразумеваете ряды ограждений? Субъект. Больше похоже на длинный коридор, местами расширяющийся, простирающийся на большое расстояние. Доктор Ньютон. А огни? Субъект. Это люди, души людей в расширенных галереях, отражающие свет в мою сторону. Это то, что я вижу, многочисленные скопления огней вокруг. Доктор Ньютон. Отделены ли друг от друга галереи с людьми в этом коридоре какими-нибудь перегородками? Субъект. Нет, там нет стен, нет никаких строений с углами и краями. Мне трудно объяснить. Доктор Ньютон. У вас все хорошо получается. Теперь я хочу, чтобы вы рассказали мне, что отделяет эти скопления огней друг от друга в этом коридоре, который вы описали. Субъект. Люди разделены тонкими волокнами, которые делают свет молочным, подобно матовому стеклу. От их энергии исходит яркий свет, когда я прохожу мимо них. Доктор Ньютон. Какими вам видятся индивидуальные души внутри этих скоплений? Субъект. Пауза. Светящимися точками. Я вижу скопления из множества огоньков, повисших, словно зажженные виноградины. Доктор Ньютон. Представляют ли эти скопления различные группы многочисленных душ? Субъект. Да, они разбиты на маленькие группы. Я направляюсь к моей собственной группе. Доктор Ньютон. Что еще вы чувствуете, проплывая мимо них по дороге к своему скоплению? Субъект. Я чувствую исходящие от них мысли, такие разные, но вместе такая гармония. Однако замолкает. Доктор Ньютон. Продолжайте. Субъект. Я не знаю тех, мимо кого я прохожу сейчас. Это не важно. Доктор Ньютон. Хорошо. Направляйтесь дальше мимо этих скоплений, которые кажутся расширениями коридора. Опишите, на что похоже все это со стороны. Субъект. Смеется. На длинного светляка со вздутиями и вмятинами по боках, движущегося ритмично. Доктор Ньютон. Вы хотите сказать, что сам коридор кажется движущимся? Субъект. Да, его части покачиваются, как лента на ветру, в то время, когда я проплываю мимо него. Доктор Ньютон. Продолжайте плыть и рассказывайте мне, что дальше происходит с вами. Субъект. Пауза. Я на краю другого коридора. Я замедляю движение. Доктор Ньютон. Почему? Субъект. С возрастающим возбуждением. Потому что... О, как здорово! Я приближаюсь к месту, где находятся мои друзья. Доктор Ньютон. И что вы чувствуете сейчас? Субъект. Фантастично. Здесь знакомое умонастроение, долетающее до меня. Я хватаюсь за хвост их воздушного змея, присоединяясь к ним в мыслях. Я дома. Доктор Ньютон. Ваша группа друзей изолирована от других групп, находящихся в других коридорах? Субъект. Ни одна по-настоящему не изолирована, хотя некоторым более молодым душам может так показаться. Но я долгое время бродил здесь и там, и у меня много связей. Сказано со сдержанной уверенностью. Доктор Ньютон.
Поэтому вы чувствовали связи с теми другими коридорами, даже с душами в них, которых вы, возможно, и не знали из своего прошлого опыта. Субъект. Да, это благодаря связям, которые у меня были. Здесь существует единство. Доктор Ньютон. Когда вы перемещаетесь здесь как душа и взаимодействуете с другими душами, в чем основная особенность такого контакта в сравнении с тем, что происходит на Земле в человеческой форме? Субъект. Здесь никто не является чужим, и напрочь отсутствует враждебность по отношению к кому бы то ни было. Доктор Ньютон. Вы хотите сказать, что все души дружелюбно настроены по отношению друг к другу, независимо от прежних отношений в различных ситуациях? Субъект. Да, и это больше, чем просто дружелюбие. Доктор Ньютон. А именно? Субъект. Мы осознаем универсальную связь между нами, которая делает нас всех одним целым. Здесь нет подозрительности по отношению друг к другу. Доктор Ньютон. Как эта позиция проявляется между душами, которые встречаются впервые? Субъект. В полной открытости и приятии. Доктор Ньютон. В таком случае душам должно быть трудно жить на Земле. Субъект. Да, особенно молодым душам, поскольку они отправляются на Землю, надеясь, что с ними будут обращаться справедливо. Когда все оказывается не так, они в шоке. Некоторым требуется не одна жизнь, чтобы привыкнуть к этому. Доктор Ньютон. Если молодые души борются с этими земными условиями, то, используя человеческий ум, они оказываются менее эффективными. Субъект. Я бы сказал «да», потому что человеческий ум вносит много страха и агрессии, много неистовства в наших душах. Это испытание для нас. Но именно поэтому мы приходим на Землю, чтобы преодолеть. Доктор Ньютон, по вашему мнению, может ли оказаться так, что молодые души более ранимы и больше нуждаются в поддержке группы по возвращении в свое сообщество? Субъект. Абсолютно верно. Мы все хотим вернуться домой. Позволите ли вы мне остановиться на этом, чтобы встретиться со своими друзьями? Я уже отмечал, что различные пациенты при описании духовных явлений используют похожие слова и термины. Субъект 14 также предложил несколько своих образов. То, что один называет светляком, имеющим выпуклости и вмятины в разных местах, другой называет плавучей цепочкой баллонов. Описание массы огромных полупрозрачных шаров одного субъекта перекликается с образом гигантских связок прозрачных пузырей у другого. Я постоянно слышу такие относящиеся к водной терминологии слова, как течение и потоки, с помощью которых объясняется целенаправленное, стремительное движение, а слово «облака» в этих описаниях указывает на свободу плавного, как бы дрейфующего движения. При описании облика самих душ особенно часто используются такие визуальные образы, как группы, скопления или масса энергии. Я сам стал пользоваться некоторыми выражениями этого духовного языка. В той конечной зоне, куда прибывают души, сообщества ожидающих их там родственных душ могут быть большими или маленькими, в зависимости от уровня развития души и от других факторов, которые я рассмотрю дальше. Следующий случай, по сравнению с предыдущим, демонстрирует более ограниченное восприятие духовного мира душой, не столь зрелой, как в предыдущем случае. В случае 15 переход этой души из промежуточной зоны к своему дому или сообществу происходит в ее уме довольно быстро. Этот случай информативный, потому что субъект 15
испытывает сильную привязанность, чувство исключительной принадлежности к своему сообществу, а также благоговейное почтение к тем, кто управляет всей этой системой. Поскольку субъект 15 менее опытно и немного нервничает, желая все передать как можно точнее, она дает нам несколько иную интерпретацию духовных признаков месторасположения группы. Случай 15. Доктор Ньютон, я хочу поговорить с вами о вашем путешествии в то место мира душ, где вы обычно пребываете вместе со своей группой. Сейчас вы движетесь в направлении этого места. Объясните мне, что вы видите и чувствуете. Субъект. Нервно. Я продвигаюсь наружу, так или иначе. Доктор Ньютон. Наружу? Субъект. Озадаченно. Я плыву вперед в некой цепочке, как если бы я пробивалась через ряд связующих звеньев, через запутанный лабиринт. Затем он раскрылся. Ах! Доктор Ньютон. Что такое? Субъект. За благоговением. Я оказалась в большом пространстве. Я вижу много других душ, снующих туда-сюда вокруг меня. Субъект начинает испытывать возрастающее чувство дискомфорта. Доктор Ньютон, расслабьтесь. Вы сейчас находитесь в промежуточной зоне. Видите ли вы все еще своего гида? Субъект в нерешительности. Да, недалеко. Иначе бы я пропала здесь так безбрежно. Доктор Ньютон. Я кладу руку на лоб субъекта. Продолжайте расслабляться. И помните, что вы уже были здесь раньше. Хотя все кажется вам новым и незнакомым. Что вы сейчас делаете? Субъект. Я уношусь вперед, быстро, оставляя других позади. Затем я оказываюсь в пустом пространстве, открытом. Доктор Ньютон. Означает ли эта пустота, что все вокруг вас темным-темно? Субъект. Здесь совсем не темно. Здесь свет. Просто появляются темные тени из-за моей скорости. Когда я замедляюсь, все становится ярче. Другие субъекты наблюдают подобное явление. Доктор Ньютон, продолжайте сообщать мне, что вы видите. Субъект. Дальше я вижу скопление людей. Доктор Ньютон, вы имеете в виду группы людей? Субъект. Да, они подобны ульям. Я вижу их как скопление движущихся огней, светляков. Доктор Ньютон. Хорошо. Продолжайте двигаться и рассказывайте мне, что вы чувствуете. Субъект. Теплоту, дружбу, симпатию. Это восхитительно. Угу. Доктор Ньютон. Что такое? Субъект. Я замедлила движение. Все вокруг стало иным. Доктор Ньютон. Каким? Субъект. Более ясным и определенным. Пауза. Я узнаю это место. Доктор Ньютон. Вы добрались до своего собственного сообщества? Субъект. Долгая пауза. Я думаю, еще нет. Доктор Ньютон. Посмотрите вокруг и опишите, что вы видите и чувствуете. Субъект начинает дрожать. Там группы людей вместе, далеко от меня. Но там... Доктор Ньютон. Что вы видите? Субъект. Испуганно. Людей, которых я знаю. Кое-кто из моей семьи. На расстоянии, но с тоской. Мне кажется, я не в состоянии добраться до них. Доктор Ньютон. Почему? Субъект в замешательстве вот-вот расплачется. И я не знаю.
Боже, неужели им неизвестно, что я здесь? Напрягается, сидя в кресле, и затем вытягивает руку в сторону стены и разжимает пальцы. Я не могу дотянуться до моего отца. Примечание. Я на короткое время прекращаю задавать вопросы. Отец этой пациентки имел очень большое влияние на нее в ее предыдущей жизни, поэтому она взволнована, и ее требуется успокоить дополнительными методами. Я также решил усилить ее защитный экран, прежде чем продолжать. Доктор Ньютон, как вы думаете, почему ваш отец далеко, и вы не можете дотянуться до него? Субъект. Я воспользовался долгой паузой и вытираю салфеткой лицо субъекта. Я не знаю. Доктор Ньютон. Я кладу руку на лоб субъекта и даю команду. Свяжитесь со своим отцом. Сейчас. Субъект, расслабившись после паузы. Все в порядке. Он просит меня набраться терпения, и тогда мне все станет понятным. Я хочу пойти туда и быть рядом с ним. Доктор Ньютон, и что же он говорит вам по этому поводу? Субъект, грустно. Он говорит, что он всегда может быть в моем уме. Если он мне нужен, я научусь делать это лучше, телепатически думать. Но он должен оставаться там, где он есть. Доктор Ньютон, почему, по-вашему, ваш отец остается в другом месте? Субъект, сквозь слезы. Он не относится к моему сообществу. Доктор Ньютон, что-нибудь еще? Субъект, руководители, они... Опять плачет. Я не уверена. Примечание. Обычно я стараюсь не вмешиваться в процесс, когда субъекты описывают их духовные перемещения. В данном случае моя пациентка смущена и дезориентирована, поэтому я немного направляю ее сам. Доктор Ньютон, давайте проанализируем, почему вы прямо сейчас не можете достичь места, где находится ваш отец. Может быть, высшие существа считают, что это время более подходит для индивидуальных размышлений о себе, и что вам следует сейчас общаться только с душами, находящимися на вашем уровне развития. Субъект, немного успокоившись. Да, я получаю эти послания. Я должна проработать свои вопросы вместе с другими, подобными мне. Руководители поддерживают нас в этом, и мой отец также помогает мне это понять. Доктор Ньютон, вы удовлетворены этим процессом? Субъект. Пауза. Да. Доктор Ньютон. Хорошо. Пожалуйста, продолжайте свой переход с того момента, когда вы увидели некоторых членов своей семьи. Что происходит дальше? Субъект. Все еще на малой скорости медленно перемещаюсь. Я двигаюсь в прежнем направлении, мимо каких-то других скоплений людей. Затем я останавливаюсь. Примечание. Вхождение в конечном итоге внутрь своего сообщества особенно важно для более молодых душ. Один пациент, описывая после выхода из состояния гипноза эту сцену, рассказывал, что у него было такое чувство, будто в сумерках он вернулся домой после длительного путешествия. Пройдя сельскую местность и войдя в город, он в конце концов добрался до своей улицы. Он словно шел и видел в окнах соседних домов свет, и там внутри людей, и, наконец, вышел к своему дому. Хотя в состоянии транса люди могут использовать такие слова, как «масса» и «улей», описывая, как выглядит пространство их дома издали, на расстоянии, их восприятие становится более личностным и субъективным, когда они входят внутрь своего сообщества. Тогда окружающая субъекта духовная обстановка отождествляется с городами, школами и другими знакомыми им земными объектами, которые ассоциируются для них с безопасностью или удовольствием.
Доктор Ньютон, теперь, когда вы прибыли, каковы ваши впечатления? Субъект. Это большое место. Здесь оживленно. Вокруг много людей. Кого-то я знаю, кого-то нет. Доктор Ньютон. Можем ли мы подойти к ним поближе? Субъект. Резко повышает свой голос с ноткой возмущения. Вы не понимаете, я не иду туда. Показывает пальцем в сторону стены. Доктор Ньютон. А в чем проблема? Субъект. Я не должна ходить туда. Вы не можете просто расхаживать, где вам вздумается. Доктор Ньютон. Но вы ведь добрались до своего места? Субъект. Это не важно. Я туда не иду. Опять указывает пальцем на объект в своем уме. Доктор Ньютон. Это имеет отношение к посланиям, которые вы получили о своем отце? Субъект. Да. Доктор Ньютон. Вы хотите сказать, что энергия вашей души не может произвольно перемещаться, например, за пределы вашей группы? Субъект, указывая в сторону. Они, те, кто там, не в моей группе. Доктор Ньютон. Объясните, что вы имеете в виду, говоря «там». Субъект серьезным тоном. Те, другие, кто рядом, это их место, указывая вниз на пол. Здесь наше место. Мы здесь, кивает головой в подтверждение своих слов. Доктор Ньютон. Кто они такие? Субъект. Ну, другие. Это люди не из моей группы. Взрыв нервного смеха. Ой, посмотрите, мои люди, как здорово видеть их снова. Они направляются ко мне. Доктор Ньютон. Я делаю вид, что слышу такую информацию впервые, чтобы побудить ее к спонтанным ответам. Неужели? Это замечательно. Это те самые люди, которые имеют отношение к вашей прошлой жизни? Субъект. Больше, чем к одной жизни, могу вам сказать. С гордостью. Это мои люди. Доктор Ньютон. Эти люди являются существами, принадлежащими к вашей группе? Субъект. Конечно, да. Я была с ними так долго. Ах, как радостно видеть их всех снова. Субъект переполнена радостью, и я даю ей возможность насладиться этой картиной. Доктор Ньютон. Я вижу, что в вашем понимании произошли серьезные перемены после того, как мы прибыли сюда. Взгляните вокруг на других, находящихся в отдалении от вас. Как выглядит место, где они живут? Субъект. Возбужденно. Я не желаю знать. Это их дело. Разве вы не понимаете? Я не привязана к ним. Я слишком занята людьми, с которыми собираюсь быть вместе здесь. Людьми, которых я знаю и люблю. Доктор Ньютон. Я понимаю. Но несколько минут назад вы сильно расстроились из-за того, что не можете подойти ближе к своему отцу. Субъект. Теперь я знаю, что у его людей есть свое собственное место. Доктор Ньютон. Почему вам не было это известно, когда вы прибыли сюда? Субъект. Трудно сказать. Я допускаю, что вначале я была в шоке, а теперь я знаю, как все происходит. Понимание возвращается ко мне. Доктор Ньютон, почему рядом не было вашего гида, чтобы объяснить все это вам прежде, чем вы увидите своего отца? Субъект. Долгая пауза. Я не знаю. Доктор Ньютон, возможно, другие люди, которых вы знали и любили, помимо вашего отца, также находятся в этих группах. Полагаете ли вы, что у вас нет связи с ними сейчас, когда вы находитесь на своем месте в духовном мире? Субъект расстраивается. Нет, у меня есть контакт через мой ум. Почему вам так трудно это понять? Но находиться я должна здесь. Доктор Ньютон, я снова подстрекаю субъекта, чтобы получить дополнительную информацию.
И вы не посещаете эти другие группы? Субъект. Нет, мы не должны этого делать. Мы не должны идти в их группы и вмешиваться в их энергию. Доктор Ньютон. Но разве ментальный контакт не означает вмешательство в их энергию? Субъект. Это можно, но в должное время, когда они не заняты и могут общаться со мной. Доктор Ньютон. Итак, вы говорите, что каждый здесь находится в пространстве своей собственной группы и не бродит просто так вокруг, посещая другие группы или вступая в длительный ментальный контакт в неурочное время. Субъект, успокаиваясь. Да, они находятся в своих пространствах, где происходит обучение. В окружающем пространстве перемещаются в основном руководители. Доктор Ньютон. Спасибо, что прояснили все это для меня. Иными словами, вы хотите мне сказать, что вы и ваши друзья по группе особенно строго относятся к тому, чтобы не посягать на пространство других. Субъект. Это так. По крайней мере, так обстоят дела в моем пространстве. Доктор Ньютон. И вас не стесняет это правило? Субъект. О нет, здесь столько места и такое чувство свободы, пока мы принимаем во внимание эти правила. Доктор Ньютон. А что, если не принимаете? Кто решает, где должна размещаться каждая группа душ? Субъект. Пауза. Учителя помогают нам, иначе мы бы пропали. Доктор Ньютон. Мне кажется, что вы были растеряны, как только прибыли сюда. Субъект. Неопределенно. Я не имела связи. Я не была ментально настроена. Я не справилась. Я думаю, вы не представляете, насколько огромно это пространство. Доктор Ньютон. Посмотрите вокруг себя на окружающее вас пространство. Не переполнен ли духовный мир душами? Субъект. Смеется. Иногда мы действительно теряемся по собственной вине. Здесь такое обширное пространство, поэтому оно никогда не бывает переполненным. Два случая в этой главе представляют различные реакции двух душ, начинающей и более продвинутой, вспоминающих конечный этап их возвращения в мир душ. У каждого участника своя интерпретация панорамной картины на пути от промежуточной зоны до конечного пункта назначения, места пребывания их сообщества. Некоторые мои субъекты так быстро перемещаются от входных врат в духовный мир до места расположения их группы, что им по прибытии требуется время, чтобы акклиматизироваться. Когда мои субъекты вспоминают этот промежуток от возвращения с Земли до прибытия на место, они иногда проявляют беспокойство по поводу того, что та или иная важная в их жизни личность не присутствовала в форме света или не общалась с ними телепатически. Часто речь идет о родителях или супругах в только что завершившейся жизни. К концу переходного периода причина этого обычно проясняется. Нередко это связано с воплощением. Мы видели, какую радость испытывает обычная душа, вернувшись домой. Знакомые существа собраны вместе, волнообразные массы яркого света. Прибытие или возвращение души сопровождается резонирующими музыкальными звуками со специфическими аккордами. Один субъект так это описывает. Приближаясь к своему месту, я слышу монотонное звучание множества голосов, произносящих хором звук «а», как «а». Чтобы я мог знать и я мог видеть всех их, быстро вибрирующих, как теплая, яркая энергия. И я знаю, что это не воплощенные в этот момент существа. Это означает, что те души, которые в данный момент воплощены в одном или нескольких телах, не могут принимать активное участие в приветственной встрече вновь прибывшего.
Вот объяснение другого субъекта. Они словно спят на автопилоте. Мы всегда знаем, кто присутствует, а кого нет сейчас. От тех душ, которые еще воплощены, исходит пульсирующая низкочастотная энергия или неяркий свет, и они не очень много общаются с остальными. Но все равно даже эти души в состоянии приветствовать возвращающуюся душу, делая это спокойно внутри группы. Мои субъекты по-разному ощущают барьер между различными группами душ, о котором говорила субъект 15. И зависит это от возраста души. В следующем случае будет представлено иное восприятие степени подвижности душ в местах их постоянного обитания. Обычная душа, занятая своей основной работой, рассказывает, что ее группа отделена от других, подобно разным классам одной и той же школы. Аналогия с духовными школами, управляемыми гидами-учителями, настолько часто используется людьми в состоянии гипноза, что я уже привык прибегать к той же терминологии. Как я уже упоминал, после того, как души возвращаются в группу своих родственных душ, их призывают предстать перед советом старейшин. Хотя совет не ставит себе целью обвинять и осуждать, но старшие сами проверяют деятельность души в прошлой жизни, прежде чем вернуть ее в соответствующую группу. Многим моим субъектам довольно трудно бывает сообщить мне все детали происходящего на этих заседаниях. И я уверен, что эти блоки не случайны. Вот отчет из одного случая. После того, как я встретился со своими друзьями, мой гид Вероника, более молодой по сравнению со старейшими учитель субъекта, ведет меня в другое место для встречи с моим советом старейших. Она находится рядом со мной, чтобы разъяснять мне то, что я не понимаю, и помогать мне объяснить мое поведение в прошлой жизни. Временами она говорит от моего лица, как своего рода защитник, но голос Квозела, старшего гида, который прибыл сюда до Вероники, имеет больше вес в комиссии. Здесь всегда присутствуют 6 одних и тех же старейших, облаченных в длинные белые одежды. У них добрые лица. Они оценивают мои впечатления о только что прожитой жизни, обсуждают, как можно было лучше использовать мои таланты и что благоприятного я совершил. Мне дана полная свобода выражать свои разочарования и желания. Все старейшие знакомы мне, особенно 2 из них, которые обращаются ко мне чаще, чем другие, и которые выглядят моложе остальных. Я думаю, что по их внешнему виду я могу определить их пол. Каждый имеет свой особый подход, расспрашивая меня, но все они честны и правдивы, и всегда обходятся со мной справедливо. Я ничего не могу утаить от них, но иногда я теряюсь, когда они с большой скоростью обмениваются между собой мыслями. Когда я перестаю понимать, Вероника пересказывает мне то, что они говорят обо мне, хотя у меня такое чувство, будто она говорит мне все. Мне предстоит еще одна встреча с ними до того, как я вернусь на Землю. Души считают свое возвращение домой окончательным, когда они воссоединяются со знакомыми им одноклассниками в соответствующих группах. То, как души подбираются для определенной группы, напоминает по форме и по функциональным проявлениям прием студентов в учебное заведение. Критерием допуска в группу является определенный уровень знаний и развития. Так же, как и в любом классе, у одних учащихся контакт с учителем лучше, а у других хуже. В следующей главе нам предстоит рассмотреть процесс отбора в группы душ и то, как души воспринимают себя в своем духовном окружении.